Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. И также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем джемпер из полухлопка, который состоит из бабушкиных квадратов в самом классическом виде. Это самый простейший вариант бабушкиного квадрата. Вяжется он очень просто и очень быстро. Пряжа у нас Yarnart Jeans в 50 граммах 160 метров. Состав 55 катон, 45 полиакрил. Цвета здесь я укажу на экране и также продублирую в описании под видео. Я вязала крючком номер 3,5. Вы можете вязать любым другим, вам удобным. Начинаем вязание квадрата с набора цепочки из 4 воздушных петель. Раз, два, 3, 4. Теперь нам нужно замкнуть эту цепочку в круг. Проводим крючок в самую первую косичку. Проводим крючок, вытаскиваем нить рабочую и сразу же этой нитью в нашу петельку. То есть делаем соединительный столбик. У нас образовался вот такой кружочек с отверстием внутри. Сейчас будем провязывать все в это отверстие. Первый ряд, как и все последующие, состоят из вот таких вот пучков. И каждый пучок состоит из 3 столбиков с одним накидом. Набираем 3 воздушные петли. Это будет имитация первого столбика с одним накидом. Далее делаем накид. В серединку провязываем столбик с одним накидом, то есть проводим через 2 петли. Через 2 петли. Это у нас как бы 2 столбика с одним накидом. И провязываем еще один столбик с одним накидом. Вот он у нас пучок из 3 столбиков с одним накидом. Первый ряд между вот этими пучками у нас 2 воздушные петли. Делаем 2 воздушные петельки. И далее также делаем накид и провязываем 3 столбика с одним накидом. Делаем 2 воздушные петельки. Еще делаем пучок из 3 столбиков с одним накидом. Всего у нас должно получиться 4 пучка. Делаем 2 воздушные петельки. И последние 3 столбика с одним накидом. Также делаем 2 воздушные петельки. И сейчас нам нужно замкнуть в круг. Как это делаем? Соединительным столбиком провязываем в 3-ю петельку наших 3 воздушных петель в начале ряда. То есть вот посчитайте 1, 2, и вот она 3-я, она как бы уже чуть-чуть вот так ложится горизонтально. То есть подхватываем за обе стеночки косички и просто делаем соединительный столбик. Но не до конца, сейчас будет смена нити. Обрезаем эту нить. Берем нить другого цвета и вот так вот через 2 петельки просто соединительный столбик делаем. Чуть-чуть подтягиваем, чтобы не было сильно свободных петелек. Далее будем работать вот с этими отверстиями, которые у нас получились в уголках. Уголки у нас будут состоять из 2 пучков, из 3 столбиков с одним накидом, и между ними по 2 воздушные петельки. Сейчас вяжем 3 воздушные петельки и вяжем 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Это у нас как бы один пучок. Сейчас, когда мы провяжем по всему квадратику и вернемся, здесь мы провяжем еще один пучок и замкнем в квадрат наш целый квадратик. То есть сейчас мы связали вот этот вот пучок. Сразу же переходим к следующему уголочку. Также провязываем 3 столбика с одним накидом. Делаем 2 воздушные петельки. И также провязываем сюда же в это отверстие 3 столбика с одним накидом. Переходим к следующему уголочку, делаем накид, сразу же провязываем 3 столбика с одним накидом в одно отверстие, 2 воздушные петельки и 3 столбика с одним накидом. Переходим к третьему уголочку, то же самое делаем, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки между ними и 3 столбика с одним накидом. Вот мы подошли к нашему первому уголочку. Сейчас просто провязываем 3 столбика с одним накидом.
Делаем также 2 воздушные петельки. Замыкать квадрат в конце каждого ряда будем, как и все последующие ряды, одинаково. То есть в третью петельку изначально набранные цепочки из 3 воздушных петелек. То есть вот смотрите, первая, вторая и вот как бы третья уже чуть-чуть ложится горизонтально. То есть вот так делаем, проводим через всю нее крючок, вытаскиваем нить, но не до конца. Также обрезаем нашу нить и таким же способом, как и в предыдущем ряду, подсоединяем новый цвет. Вот таким образом, чуть-чуть подтянуть можно. Все. Делаем дальше то же самое, то есть квадрат увеличиваем на такое количество рядов, сколько вам нужно. То есть вяжутся они абсолютно идентично, все так же просто. Делаем 3 воздушные петельки в начале каждого ряда. Провязываем сначала первую половинку уголочка, то есть один пучок. Далее переходим, вот у нас в каждом ряду будет образовываться новые вот эти петельки, то есть в следующем ряду образуется их уже вот тут 2 отверстия, в следующем больше, больше и так далее. Провязываем 3 столбика с одним накидом. Далее уголок провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки между ними и 3 столбика с одним накидом. Вот, между уголками в одно отверстие просто провязываем 3 столбика с одним накидом. В уголочек, как обычно. В серединку просто 3 столбика с одним накидом. Уголок, как обычно. Серединку просто 3 столбика с одним накидом. И конец ряда завершаем второй половинкой нашего уголочка, то есть просто 3 столбика с одним накидом и 2 воздушные петельки. Также подсоединяемся в третью петельку и делаем смену нити. Вот смотрите, в следующем ряду у нас между уголками уже 2 отверстия. То есть в каждое вот это отверстие просто провязываете по 3 столбика с одним накидом. И все. Также нам понадобятся половинки наших квадратиков, то есть вот такие треугольнички. Вяжутся они таким образом. Так же, как и в квадрате, набираем 4 воздушные петельки. Замыкаем в круг соединительным столбиком. Также делаем 3 петли подъема. И вяжем сейчас 3 столбика с одним накидом. То есть здесь у нас пучок из 4 столбиков с одним накидом. Также делаем 2 воздушные петельки и провязываем в отверстие 4 столбика с одним накидом. Но провязываем последнюю петельку не до конца. Сейчас будет смена нити. Проводим через 2 петельки нашу новую нить. Делаем 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И сейчас будем провязывать вот в это отверстие между 2 последними столбиками с одним накидом. То есть вот как бы между 3 и последним 4. Вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Далее вяжем в наш уголок, как обычно, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки между ними и 3 столбика с одним накидом. И переходим к этому уголочку, вяжем идентично первому, то есть сейчас провязываем вот в это отверстие между 2 последними столбиками с одним накидом. Сюда провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Не до конца. Сейчас будет смена нити. Подсоединяем новую нить. В
Все последующие ряды нашего треугольника вяжем абсолютно идентично вот этому нашему второму ряду. Просто в каждом ряду будут прибавляться по серединке вот эти новые отверстия, в которые мы также будем провязывать наши пучки из 3 столбиков с одним накидом. Сейчас вяжем, как обычно, 3 столбика подъема, переворачиваем вязание и провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом вот между двумя последними столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Первый, второй и третий. Сейчас провязываем в серединку пучок из 3 столбиков с одним накидом. Уголок, как обычно, 3 столбика с одним накидом, 2 петельки между ними, 3 столбика с одним накидом. Отверстие между уголками просто 3 столбика с одним накидом. И уголок провязываем, как обычно, вот в это отверстие между последними двумя столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Провязываем 4 столбика с одним накидом. Последний столбик провязываем не до конца, делаем смену нити. Все, и следующий ряд новым цветом вяжем все абсолютно идентично. То есть у нас, вот видите, в новом ряду, так же как и в квадратике, появилось новых два отверстия. Что касается сшивания всех наших квадратиков, здесь вы можете сшивать их абсолютно любым способом. Можете, например, сшивать объемным шовчиком, как мы делали вот в этом кардигане, также с бабушкиным квадратами, с цветочком. Там у нас будет шов, вот здесь как бы по лицевой стороне, он будет таким бугорком. Но чтобы нам не повторяться, я хочу вам показать другой способ сшивания квадратов плоским швом. Я вам покажу 2 способа сшивания квадратов плоским швом. Вы выбирайте, какой вам больше понравится. Сейчас находим у квадратика уголочек. И помните, вот в уголке мы провязывали 2 воздушные петельки. Одна как бы смотрит в эту сторону, для этой стороны предназначена, одна для этой стороны. Сейчас мы будем вязать по этой стороне, сшивать. Поэтому задействуем вот эту нашу петельку, которая относится к этой стороне квадратика. Проводим с лицевой на изнаночную крючок. Вытаскиваем нить. Берем второй наш квадрат, прикладываем изнанкой друг к другу. На втором квадратике, ближнем к нам, также ищем петельку, которая как бы предназначена для этой стороны. Продеваем в нее крючок и вытаскиваем рабочую нить через нее. И провязываем просто столбик без накида. Далее вытаскиваем крючок. Ищем на первом квадратике следующую свободную петельку. Продеваем через нее крючок. Лучше вот так положить, чтобы было удобно. Вот продели крючок в следующую петельку. И вот подсоединяем вот эту нашу петельку связанную. Через нее делаем соединительный столбик просто. Сильно не затягивайте. Далее на втором квадратике ищем следующую петельку свободную. Провязываем просто столбик без накида. Вытаскиваем крючок. На первом квадратике ищем следующую свободную петельку. Подсоединяем нашу петельку, снятую, на крючок и просто провязываем соединительный столбик. Далее в следующую петельку на втором квадрате вяжем столбик без накида. Вытаскиваем крючок. На первом квадратике ищем следующую петельку свободную, продеваем крючок, надеваем нашу петельку и просто провязываем соединительный столбик. И далее все до конца все то же самое. На втором квадратике ищем следующую петельку, провязываем столбик без накида, вытаскиваем крючок. Ищем на первом квадрате следующую петельку свободную, надеваем петельку на крючок и проводим соединительный столбик. Далее столбик без накида, вытаскиваем крючок, следующая петелька, соединительный столбик, далее столбик без накида, вытаскиваем крючок, следующая петелька, надеваем на крючок петельку, делаем соединительный столбик и вяжем так до конца ряда. В конце ряда, чтобы подсоединить следующие квадратики, делаем абсолютно все то же самое. То есть вот в последние петельки нашей стороны квадратика провязываем все идентично.
И берем, подсоединяем просто следующую пару квадратиков. В следующем квадратике вот у нас 2 петельки. Одна смотрит как бы в эту сторону, одна в ту, по стороне которой мы сейчас будем вязать. Вот точно так же подсоединяемся к ней и продолжаем вот наш шовчик. Провязываем столбик без накида. К следующему квадратику вот также найдем петельку нам нужную. В нее просовываем крючок. И надеваем нашу петельку на крючок и провязываем просто соединительный столбик. Все, и вяжем так до следующей пары квадратиков. Вот такой шовчик у нас получился. Когда будете провязывать поперек шва, который уже у нас образовался, делайте все абсолютно то же самое. Просто когда вот дойдете до вот этого соединения, просто перескочите вот через него и подсоединяйтесь вот к новым квадратикам. И сейчас покажу второй способ сшивания квадратов плоским швом. Будем сшивать также по лицевой стороне, прикладываем квадратики изнанкой друг к другу. Но в этом способе мы будем вязать по всей длине за одну стеночку косички, что у одного квадрата, что у второго квадрата. То есть как бы за те стеночки, которые смотрят вовнутрь нашего шва. То есть будем поддевать вот эти две половинки двух косичек. К вот этому квадратику подсоединяем нить, ищем, вот как обычно, вот эта петелька сюда смотрит, вот эта петелька сюда. За одну стеночку внутреннюю просовываем крючок, вытаскиваем нить, отпускаем крючок, вытаскиваем крючок, и в эту же стеночку петли просовываем крючок и надеваем эту спущенную петельку на крючок. Подтянуть можно чуть-чуть. Берем наш второй квадратик. Сейчас продеваем крючок в полупетельку вот так. И продеваем рабочей нитью через все 3 петельки на крючке. Далее вытаскиваем крючок, оставляем петельку, ищем в первом квадратике, за одну из стеночек проводим крючок, надеваем нашу спущенную петельку на него. Вот эта рабочая нить должна быть под крючком, вот так. В следующем квадратике также продеваем через косичку и одной нитью через все 3 петельки на крючке соединяем наши петельки. Вытаскиваем крючок, ищем следующую полупетельку свободную на первом квадратике, надеваем нашу петельку на крючок, ищем следующую полупетельку на втором квадратике и одной нитью соединяем все 3 петельки на крючке. Вытаскиваем крючок, ищем следующую полупетельку на первом квадрате, надеваем нашу петельку на крючок, ищем следующую полупетельку на втором квадрате и одной нитью проводим через все 3 петельки на крючке. И так вяжем до конца. Давайте еще разок. Высвобождаем крючок из петли, ищем следующую петельку, полупетлю на первом квадрате, надеваем петельку на крючок, ищем следующую петельку на втором квадрате и одной нитью проводим через все 3 петли на крючке. Когда вяжете шовчик, не стягивайте сильно швы, чтобы квадратики вот так не съеживались. Вот такой шов получился. Вот 2 шва в сравнении. Это первый шовчик, это второй. Вяжите таким, какой вам больше нравится. После того, как мы связали все квадраты и треугольники, нам нужно хорошенько их прогладить с изнаночной стороны, чтобы они не топорщились и были все одинакового размера. Размер квадратика получился примерно 9 сантиметров. Из-за разной плотности вязания у вас может получиться либо побольше, либо поменьше. Всего у меня получилось 106 квадратов и 10 треугольников.
И вот таким образом я разложила свои квадратики. На самом деле распределить квадраты можно абсолютно любым способом. Есть достаточно много схем, как можно разложить вот квадратики, то есть получить таким образом совсем другое изделие можно, если разложить их в другом порядке. Но мне вот захотелось вот примерно что-то такое с вот таким небольшим вырезом. То есть смотрите, вот они мои треугольнички, то есть они пошли вот сюда на заднюю часть, 2 штучки. И вот 1, 2, 3, также 3 сзади, это 6, и вот еще по 2 треугольничка по бокам. Все остальное это у нас квадратики. То есть вот тут по бокам вот эти вот тут на плечиках, это все квадраты, они просто уже автоматически как бы вот переходят на следующую сторону. После того, как пришили все квадратики, с изнаночной стороны нужно хорошенечко все прогладить, особенно швы, чтобы они были как можно прямее. Что касается обработки манжетов, рукавов, низа изделия и горловины, здесь можете оставить либо в таком варианте, да, то есть чтобы вот так были, прям заканчивались на квадратиках, либо можно просто буквально 1-2 рядами, просто столбиками без накида по кругу связать обычной белой пряжей, просто чтобы вот выровнять, например, вот эти переходы между квадратиками, тоже и такой вариант можно сделать. Или же обработать все края резиночкой. Вот в этом видео я показала несколько видов, как можно обработать края изделия резиночкой, и вяжите тот вид, который вам больше понравился. Когда мы обвязываем края нашего изделия, нам нужно сделать так, чтобы вот эти впадинки между квадратиками в уголках выровнялись и был ровный край. Просто когда подходите к этой впадинке, визуально выравнивайте ее столбиками с одним накидом, либо полустолбиками с накидом. Это зависит от того, насколько глубокая вот эта ваша впадинка получилась. Примерное количество сами выбирайте на глаз, сколько нужно провязать, и дальше просто продолжайте вязать столбиками без накида, продевая крючок в любое место, куда получится, но чтобы визуально это все было красиво. На своем джемпере рукава я обвязала в 2 ряда просто столбиков без накида, ворот я обвязала 1 рядом столбиков без накида, а низ изделия я обработала резиночкой, способом номер 1 в этом видео, предварительно провязав по низу изделия 1 ряд столбиков без накида. Резинку я вязала крючком номер 3, и изначально я набирала 10 воздушных петель для своей резиночки. Длина по спинке получилась 64 сантиметра, ширина 51 сантиметр, и примерно вот отсюда от плечика получилось 64 сантиметра. И вот такой чудесный джемпер на весну у нас получился. Он безумно приятный к телу, очень легкий, классный, мне очень понравился. Всем спасибо за просмотр, всем пока!